Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня мы рассмотрим вопрос, как сделать забор из профнастила на бетонном фундаменте. Сейчас у нас забор сделан из обычного листового металла с вырезами. На столбиках установлен, которые не забетонированы, а забутованы, и фундамента нет. Нам необходимо сделать фундамент, забетонировать столбики и смонтировать каркас для крепления профнастила. В первую очередь необходимо приступить к демонтажу старого забора столбиками. На следующем этапе необходимо демонтировать столбы со старого забора. Они не забетонированы, поэтому это не составит большого труда. Оставшиеся отверстия по столбиков можно закопать. Там еще остались внутри кирпичи, мы их вынимать не будем, потому что шаг крепления новых столбов будет другой. И эти камни нам не помешают в земле. На следующем этапе необходимо сделать разметку будущего нахождения фундамента. Разметка должна быть строго по линии всех заборов, и это нужно сделать обычным шнуром. Будущий фундамент для забора будет иметь ширину по ширине лопаты и глубину штык лопаты. Высота будет над уровнем земли 10 сантиметров. По этой полосе будет находиться будущий фундамент и фасад забора из профнастила. Теперь копаем яму на ширину лопаты и начнем бурить скважины для крепления столбов. Вот небольшая канава для фундамента забора готова. На следующем этапе с помощью специального бура диаметром 20 сантиметров сделаем небольшие скважины для столбов. Длина столбов 3 метра, над землей будет 2 метра, плюс высота фундамента 10 сантиметров. Итого углубить необходимо столбы на 90 сантиметров. Общий размер забора будет 7 метров. Делим его на 3 части для определения расстояния между столбами. В нашем случае расстояние будет равняться 2 метра 25 сантиметров. Бурим строго вертикально, чтобы не было завала столбика. Здесь земля мягкая, потому что бетона не было, и работать легче. Вот скважины готовы, начнем бетонировать столбики. Столбики имеют размер 60 на 60 миллиметров и должны находиться глубоко в земле. Готовить бетонный раствор мы будем на бетономешалке. Марка бетона будет М300 и иметь пропорцию 1 часть цемента, 2,4 части песка, 4,3 части щебенки. Сначала выливаем половину порции воды. Затем высыпаем песок 1,1. Затем цемент пол ведра. И 1,8 части щебенки.
Последняя часть воды, вторая. И последняя часть щебенки. Теперь можно перемешивать. Мешаем 3 минуты и можно заливать столбы. Выставляем строго по уровню. С одной и с другой стороны. На следующем этапе приступим к заливке фундамента и усилению его с помощью арматуры. Глубина погружения столбиков в яму 90 сантиметров. Они уже забетонированы и дыры были пробурены буром диаметром 20 сантиметров. Для начала необходимо сделать разметку местонахождения фундамента запасом примерно 5 сантиметров в каждую сторону от столбиков. Размер столбиков у меня 6 на 6 сантиметров. Забор будет высотой 2 метра по высоте калитки и ворот. Для армирования фундамента забора я буду использовать стальной прут диаметром 8 миллиметров. Высота фундамента будет 10 сантиметров. Я натянул веревку по этой высоте для контролирования высоты и прямолинейности. Строго 10 сантиметров с одной и с другой стороны. По краям будущей траншеи укладываем 4 металлических профиля для того, чтобы армировать все углы. Вначале привариваем к столбикам поперечины и привариваем к ним арматуру по всей длине забора. Если вам некуда упереть арматуру, то забиваем в землю колышки и к ним привариваем эту арматуру. На следующем этапе необходимо сделать обвязку между этими 4 кусками арматуры. Я буду использовать такие небольшие кусочки этой же арматуры. Их можно скручивать, но я воспользуюсь сваркой. Крепить их нужно между собой на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. В конечном итоге у меня получилось такое симпатичное армирование. Связка идет по всем 4 направляющим. И это будет очень жесткий фундамент. На следующем этапе необходимо сделать хорошую опалубку для того, чтобы залить фундамент бетоном. Для создания опалубки я буду применять старые плиты ДСП и старые пластиковые подоконники. Устанавливаем с одной стороны плиту ДСП. А с другой пластиковый подоконник. Скручиваем их между собой небольшими деревянными планками.
Вот такая получилась обрешетка. И можно приступить к заливке ее бетонным раствором. Для фиксации обрешетки в нижней части я немного подкидаю земли, для того, чтобы был упор и при заливке обрешетка не сдвинулась. Такого количества земли будет вполне достаточно для фиксации опалубки. Для заливки фундамента я буду использовать бетонный раствор марки М300. При этом пропорция должна быть 1 часть цемента, 2,4 части песка, 4,3 части щебенки. Сначала наливаем половину воды, затем песок, затем щебенка, затем цемент и следующая половина воды. Я использую Портланд цемент марки 500. И начинаем замес. Вот фундамент залит и выведен по уровню. Осталось дождаться, пока он застынет. Завтра обещаю дождь, поэтому накроем его пленкой. Если вы это делаете летом, то его необходимо каждый день увлажнять, чтобы он не полопался. Относительно всех столбов и этого шнура расстояние одинаковое до фундамента. Значит, будущий забор будет стоять на одинаковом расстоянии от фундамента по всей длине. Немного вышло воды из бетона. Это хорошо, потому что поверхность самовыравнивается, и это исключает появление всевозможных бугров и впадин. Здесь уже бетон схватился, и вода испарилась. На следующем этапе необходимо обработать преобразователем ржавчины эти столбики, чтобы они не ржавели дальше и создался защитный слой. У меня он с цинком и не требует смывания. Вот прошло 7 дней, и можно разбирать опалубку фундамента. Для удобства разборки я буду пользоваться шуруповертом. И аккуратно снимаем доски обрешетки. Вот такой получился фундамент для забора. Сколов нет и пустых мест сбоку нет. Все заполнено бетоном. Теперь необходимо вернуть на место грунт, который мы выбирали для фундамента. В конечном итоге получился такой симпатичный фундамент для забора из профнастила. Вот фундамент для забора готов. И теперь приступим к монтажу несущих профилей. В первую очередь необходимо выровнять высоту всех столбиков строго по горизонтали. Для этого натянем от одного крайнего
до второго крайнего столбика веревку и по ней сделаем разметку горизонтали, где будем отрезать болгаркой. И отрезаем по этой линии столбы с помощью углошлифовальной машины и круга по металлу. На следующем этапе необходимо заглушить трубы, чтобы в них не попадала вода. Я для этого буду использовать такие металлические пластинки. Можете использовать пластмассовые заглушки. Вот такие симпатичные получились заглушечки. Теперь вода в профиля не попадет. На следующем этапе фиксируем с помощью срубцин профиль горизонтальный по всей длине забора и привариваем к стойкам. При креплении горизонтальных профилей необходимо учитывать толщину профнастила и сделать немножечко углубление на эту толщину. Высота волны моего профнастила 7 мм. На это же расстояние необходимо утопить горизонтальный профиль. Привариваем профиль ко всем стойкам. Вот обрешетка для забора готова. Лишние швы зачищены для плотного прилегания профнастила, и можно приступать к покраске всей конструкции. Я буду красить черной трехкомпонентной краской. Краска содержит в себе преобразователь ржавчины, поэтому предварительно обрабатывать ржавую поверхность не нужно. На следующем этапе приступим к обшиванию конструкции забора листами профнастила. Профнастил имеет такую же конфигурацию, как на воротах и на торце автонавеса. Высота волны 7 мм, и этого вполне хватит для нормальной жесткой конструкции. С помощью уровня и карандаша необходимо нанести метку уровня расположения ворот и калитки. Эта полоса будет являться меткой верхней части забора. Краска черная на обрешетке уже высохла, на пальцы не берется. Прошло 2 суток, она уже капитально сухая. Прислоняем профнастил к обрешетке и прикручиваем с помощью саморезов профнастил строго вертикально. Для удобства фиксации профнастила на обрешетке и выставления его по уровню я воспользуюсь такими деревянными подкладками. Теперь выставляем лист строго вертикально, с помощью уровня проверяем и прикручиваем саморезами, разметив на нем местоположение обрешетки. Прихватываем пока через 2 волны. Крайние 2 волны не трогаю, потому что сюда будет идти внахлёст второй лист. После предварительной фиксации убираем нижние подкладки и продолжаем фиксацию следующих листов профнастила.
Уже потемнело и забор смонтирован. Теперь необходимо закрутить по одному шурупу в каждую волну забора в 3 ряда, для того, чтобы он не играл и не стучал. Я натягиваю шнур между двумя боковыми шурупами с одной и со второй стороны забора, и по этой веревочке накручиваю шурупы строго горизонтали. Вот листы профнастила на забор смонтированы. Последний лист выполнен из 2 волн, потому что нам не хватало немного, и мы добавили кусочек, который плотно соединили с прошлым листом. Срез профнастила обработан фрезой, чтобы не было металлической стружки, и мы слегка его потом обработаем преобразователем ржавчины с цинком. Теперь осталось завершить процесс и повесить почтовый ящик для полной красоты картинки. Сзади почтового ящика есть 2 отверстия, которые соответствуют размеру между волнами профнастила. Я выкручу 2 соседних шурупа крепления профнастила и на них закреплю почтовый ящик. Вот почтовый ящик повешен на свое место, и работа по созданию профнастильного забора закончена. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как сделать забор из профнастила своими руками. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.